Начнем нашу вторую пару. Наше второе занятие сегодня. Я вам напомню, что мы с вами сегодня проходим второй закон Ньютона. Изучаем раздел динамики, которая включена в механику, да. И у нас сейчас предмет физика. Уже седьмое занятие, седьмая неделя у нас идет. И мы с вами уже прошли и зависимость, поняли, и ускорение от силы, поняли, что такое масса, что это мера инертности, рассчитали, чему равна равнодействующая сила сил, направленных по одной прямой или под углом друг к другу. Также разобрали, что такое точка приложения силы, что такое динамометр, рассмотрели эталон силы, еще раз утвердились, что сила это все-таки векторная величина. И еще раз с прошлого занятия коснулись вообще понятия, что же такое сила. Мы все с вами уже определили понятие второго закона Ньютона, которое, я вам напомню, можно сформулировать как сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на создаваемое этой силой ускорение. Причем направление силы и ускорения у нас совпадают. То есть сила направлена так же само, как и ускорение тела. Сейчас я хочу несколько слов, несколько слайдов. Сначала поговорить, где встречается наш второй закон Ньютона, а также потом перейти к рассмотрению закона Ньютона на разных примерах. Примеры проявления второго закона Ньютона у нас встречается на каждом шагу. Электровоз разгоняет поезд с тем меньшим ускорением, чем больше масса поезда. Отталкивая с одинаковой силой от берега пустую и тяжело нагруженную лодку, заставим первую из них двигаться с большим ускорением, первая, которая была пустая, чем вторую. Прикладывая к ней, понятно, да, прикладывая к ней какую-то силу. Если тело лежит на твердой опоре, то прилагая к нему малую силу, мы не сдвинем его с места, так как при этом возникнет сила трения об опору, которая уравновесит приложенную силу, и результирующая кажется равной нулю. Но если тело плавает на воде, то возникающая сила трения о воду в начале движения очень мала, поэтому она не уравновесит приложенную силу, и равнодействующая не будет равна нулю, и тело начнет свое движение. И тело у нас начнет двигаться. Как бы ни была мала у нас результирующая сила, действующая на тело, ускорение возникнет. Но оно может быть настолько мало, что потребуется много времени, чтобы вызвать заметное изменение скорости. Так, допустим, надавливая на массивный деревянный брусок, плавающий в воде гибким стеклянным прутом, вот мы видим, да, на рисунке 67, мы видим, да, что у нас брусок плавает по воде, и мы мягким на него воздействуем, мягким, гибким стеклянным прутом. Увидим, что брусок приобретает заметную скорость только через 1-2 минуты. И в то же время брусок гораздо меньшей массы можно сообщить при помощи того же прута гораздо большее ускорение. На пристанях можно наблюдать, как рабочий изо всей силы, упираясь багром в борт большой баржи, тратит буквально несколько минут на сообщение ей еле заметной скорости. То есть мы видим, да,
что ускорение, то есть быстрота изменения скорости, да, изменение скорости, сразу может не произвиться. И может казаться, что сила, приложенная к телу, компенсируется, и результирующая сила равна нулю. Но если хоть результирующая немного больше нуля, то все равно к нашему телу будет приложено ускорение, хоть и достаточно небольшое. Но все равно через какой-то промежуток времени мы его обязательно заметим. Все дело во времени. И вот показано на рисунке, да, бруски разной массы. Один большой брусок и второй меньший брусок. И что к меньшему бруску, прикладывая одинаковую силу с помощью стеклянного гибкого прута, мы сообщим ускорение намного быстрее. И ускорение будет намного больше. В формуле второго закона Ньютона мы видим, она выражена, да, жирным шрифтом, что означает векторная величина. Это ускорение тела в его движении относительно Земли. Но, как мы знаем, ускорение тела будет таким же, если рассматривать движение тела относительно любой другой инерциальной системы. Силы же, действующие на тело, представляют собой действие на данное тело других тел. И не зависит от того, по отношению к какой системе отсчета мы определяем ускорение данного тела. Не зависит и от выбора системы отсчета и массы тела. Поэтому закон Ньютона остается справедливым и при рассмотрении движения относительно любой другой инерциальной системы, например, относительно корабля, равномерно движущегося прямым курсом по спокойному морю, или относительно поезда, идущего с постоянной скоростью по прямому участку, и вот тому подобное. И закон Ньютона был у нас открыт при изучении движений, происходящих в обычных условиях на Земле, и при изучении движения небесных тел. И в тех, и в других случаях при рассмотрении в обычных условиях на Земле и при изучении движения огромнейших тел, да, в космическом пространстве. И в этих всех случаях скорости тела малы по сравнению со скоростью света. Мы с вами вычисляли, я вам говорил про механику, релятивистскую механику. Мы говорили с вами о скорости света, как ее определяли и как вывели наконец, что она приблизительно у нас равна 3 умножить на 10 в пятой километра на секунду. И со скоростями, приближающимися к скорости света, физики встретились только при изучении движения элементарных частиц, например, электронов и протонов в ускорителях. Устройства, в которых на элементарные частицы действуют разгоняющие их электромагнитные силы. И для таких скоростей второй закон Ньютона не верен. И согласно закону Ньютона, при действии постоянной силы, направленной вдоль траектории частицы, частица должна была иметь постоянное ускорение. То есть ее скорость должна была бы равномерно расти. Однако оказалось, что хотя в начале разгона второй закон Ньютона выполняется и частица движется равноускоренно, но по мере того, как достигнутая частицей скорость приближается к скорости света, ускорение делается все меньше и меньше. То есть закон Ньютона нарушается. Вот это мы с вами обозначили, что да, и у закона Ньютона могут быть нарушения и исключения. И это связано при скорости света, когда мы рассматриваем движение при скорости света. То есть мы видим, что когда скорость стремится к скорости света, то у нас наоборот ускорение уменьшается. При продолжающемся движении ускорителя скорость частицы растет все медленнее, приближаясь к скорости света, но никогда ее не достигнет. Например, при скорости тела, равной 0,995
тысячных скорости света, то есть, да, почти 100%, 99,5%, да, от скорости света. Ускорение, получаемое телом при силе действующих в направлении движения тела, составит всего 1/1000 ускорения, рассчитанного по формуле закона Ньютона. И даже при скорости, равной всего 1/10 скорости света, уменьшение ускорения сравнительно с рассчитанным по закону Ньютона составит лишь 1,5%. Но для малых скоростей, встречающихся в обыденной жизни, и даже для скоростей космических тел, поправка так мала, что ею можно пренебречь. Вот, например, для Земли, вращающейся вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду, да, которая в 10 тысяч раз меньше скорости света, уменьшение ускорения составит всего миллионную долю процента. Поэтому такой погрешностью в ускорении мы с вами можем и пренебречь. Итак, второй закон Ньютона можно применять только по отношению к телам, скорость которых мала по сравнению со скоростью света. Это нужно запомнить. Такие хитрые вопросы могут попадаться и в тесте, и на экзамене. И также полезно знать, что второй закон Ньютона применяется для относительно малых скоростей по отношению к скорости света. И для того, чтобы производить расчеты на основании второго закона Ньютона, необходимо выбрать единицы силы и массы таким образом, чтобы выполнялось соотношение, что единица массы должна быть равна единице силы, деленной на единицу ускорения. И все единицы массы служат у нас килограмм, мы все знаем. Но обычно все-таки единицей си, да, является грамм, который представляет собой массу платинового иридиевого тела, который хранится в Международном бюро меры весов в Севре, близ Парижа. Мы с вами уже сегодня об этом говорили. Также эталоны и организация, занимающаяся эталонными величинами, мы рассматривали на предыдущем занятии. Запись есть у нас на YouTube-канале. Кто не помнит или подзабыл, может посмотреть. Всегда доступ есть на YouTube-канале. Это тело называется международным прототипом килограмма, а масса прототипа близка к массе 1000 кубических сантиметров чистой воды при 4 градусах Цельсия. Мы с вами говорили, да, что эталон должен быть тоже независимым от среды, в которой он находится, от температуры, от давления, от всего такого. Ну, за прототип мы можем примерно взять, он не является прям эталоном, но примерно взять 1 кубический метр воды. Единицу силы установим из формулы для модуля силы. F равно m умножить на a. Если m равно у нас 1 килограмм, a равно метр на секунду в квадрате, то величина измерения силы равно 1 килограмм умножить на 1 метр в секунду в квадрате. И это равно у нас 1 килограмм на метр, деленный на секунду в квадрате. Или это все равно 1 ньютону. Единица силы присвоена специальное наименование Ньютон или Ньютон, многие говорят, разница небольшая, в честь Исаака Ньютона, ученого, законы которого мы с вами и изучаем. На прошлом занятии я вам рассказывал короткую биографию этого ученого, а также были у вас вопросы в тесте, связанные с именем данного ученого. Ньютон у нас равен силе, под действием которой тело массой 1 килограмм приобретает ускорение в 1 метр на секунду в квадрате. Если на тело одновременно действует несколько сил, то каждая из них сообщает ему такое же ускорение, что и при отсутствии других сил. В этом заключается принцип независимости действия сил или принцип суперпозиции. Еще раз, что за принцип независимости действия сил или принцип суперпозиции? Что если на тело одновременно действует несколько сил, да, то каждая из них сообщает ему такое же ускорение, что при отсутствии других сил. И результирующее ускорение А, приобретаемое телом массой m,
здесь, да, m, массой m, под действием нескольких сил определяется в соответствии со вторым законом Ньютона. То есть векторная сумма сил, деленная на массу, равна результирующей силе, деленной на массу. Так определяется ускорение, где F это у нас результирующая, или как мы говорили с вами, равнодействующая сила. И она равна сумме сил, приложенных к данному телу. Векторной сумме сил. Второй закон Ньютона является основным законом динамики, поскольку он позволяет по приложенным к телу силам найти его ускорение. А зная его, мы можем определить при известных начальных условиях положение движущего тела в любой момент времени. А это и есть решение основной задачи механики. Мы с вами помним, что на первом занятии, на втором занятии, что мы определяли задачи механики, задачи каждого раздела, в том числе и кинематики, что основной задачей механики все-таки является определение положения тела в пространстве в любой момент времени. И второй закон Ньютона справедлив для любых сил и для любых тел, то есть является универсальным законом. Его используют при изучении движения и автомобилей, и молекул, и звезд, и волн, и механизмов, и другого. Но мы с вами, да, только что сказали, что он не действителен при движении при скорости, равной скорости света, или близкой к ней. И второй закон Ньютона также справедлив только в инерциальных системах отсчета. Мы уже отметили, что в законе Гука коэффициент k называется жесткостью. И теперь установим, давайте, и также единицу жесткости. Из закона Гука f равно kx выразим k. И k это у нас равно, да, наш коэффициент жесткости равно силе, деленной на удлинение. Мы с вами рассматривали по поводу нашей пружины, да, которая деформировалась и тем самым удлинялась. И подставим в эту формулу единицы силы и длины, и мы с вами получим, что коэффициент жесткости у нас равен 1 ньютон делить на 1 метр. И ньютон на метр равен жесткости такого тела, которое под действием силы 1 ньютон удлиняется на 1 метр. Ну и последний наш слайд по теории сегодняшней. Мы еще раз напомним, мы с вами рассматривали на предыдущем занятии, но еще раз вам скажу, что в системе единиц СГС, да, мы помним, что до системы Си много было различных единиц, в которой единицей длины служил сантиметр, а единицы массы грамм, а единицу силы принимают силу, сообщаемую ему телу массой 1 грамм, ускорением 1 сантиметр, деленный на секунду в квадрате. И эту единицу силы называют диной. Дин. И легко найти соотношение между ньютоном и диной. 1 ньютон это у нас равно 10 в 5 дин. 1 это очень дина, очень малая это сила. И вот как пример здесь такой муравей, который тащит веточку, он действует на нее с силой равной примерно, да, 100 дин. То есть мы понимаем, насколько это 1 дин, насколько это маленькая сила. Ну а мы с вами переходим к практике и к решению задач на второй закон Ньютона, а также на определение результирующих сил, действующих по одной прямой и под углом друг к другу. Мы сейчас с вами решим несколько задач. Другие задачи у вас будут на домашнее задание в рамках теста. Также вы будете писать ответы или выбирать из предложенных ответов. Но сегодня мы прорешаем с вами хорошее количество задач. Поэтому не будем терять время и приступим к первой задаче. И первая задача. Первую задачу мы решим на нахождение равнодействующей силы. И условия задачи выглядят следующим образом. На тело действуют 3 силы, равные по модулю.
сразу, да, себе представляем, что на тело какое-то действуют 3 силы, равные по модулю. Величина каждой 200 ньютон. Угол между первой и второй силами равен 60 градусов. Сразу давайте зарисовывать. Первая сила. F1. Равен у нас 200 ньютон. Вторая сила под углом 60 градусов. Ну, будем строить примерно. Вторая сила. F2. Тоже 200 ньютон. И здесь угол между ними 60 градусов. Как и угол между второй и третьей силой. Получается, что между второй и третьей силой тоже у нас третья сила, да? Здесь у нас F3, которая тоже у нас равна 200 ньютон. И здесь угол также 60 градусов. Найти равнодействующую всех этих сил. Скомпенсировано ли действие сил? Ну что ж, давайте найдем равнодействующую всех сил. Равнодействующую мы можем найти. Это сейчас лучше нарисуем по правилу параллелограмма. То есть, да, оно должно быть примерно параллельно. И вот наша сила равнодействующая. Это у нас сила равнодействующая первой и второй. Теперь из этого нам нужно найти равнодействующую первой, второй и третьей. И вот равнодействующая у нас нашей третьей силы. Всех трех сил. И вот это у нас равнодействующая всех трех сил. Которую нужно нам и найти. Ну что ж, давайте приступим к решению нашей задачи. Будем использовать теорему косинусов. Вычислим модуль первой суммы первой пары сил. Для этого F1, F1,2 равно у нас F1. Понятно, что здесь все по модулю, да, у нас это все по модулю. Мы берем плюс F2 по модулю и плюс 2F1 умножить на F2. Косинус между ними. Давайте подставим это значение. Это у нас будет 4 умножить на 10 четвертой плюс 4 умножить на 10 четвертой плюс 2 умножить на 2 на 200 умножить на 200 и умножить на косинус 60 градусов.
что ж, давайте 4 в четвертой плюс 4 в четвертой, 4 умножить на 10 в четвертую плюс 4 умножить на 10 в четвертой. Это будет у нас корень из 8 умножить на 10 в четвертой. Здесь 200 на 200. Это у нас будет тоже 4 умножить на 10 в четвертой умножить на 2. Это тоже 8 на 10 в четвертой. И это все умножить на косинус 60 градусов. А косинус 60 градусов это у нас по правилу приведения, да, мы знаем, что синус 30 это 1/2, значит косинус 60 тоже 1/2. Будет 1/2. Это все у нас равно. Мы можем отсюда, да, выразить 2 это умножить на 4 в 10 четвертой плюс 2 умножить на 4 в 10 четвертой и умножить на 1/2. 2 и 2 у нас сокращаются здесь. 4 умножить на 10 четвертый корень из этого числа это будет у нас 200. Корень остается 2 плюс 1. И равно это все 200 корень из 3. Вот наш ответ, что результирующий первый и второй это 2 умножить на корень из 3 ньютон. Всем понятно, как мы нашли результирующий первой и второй силы? Есть ли вопросы по нахождению результирующей первой и второй? Ну что ж, давайте тогда приступим дальше. Угол между этими результирующим вектором и вектором третьей силы составляет у нас 90 градусов. Почему 90 градусов? Так как результирующая первых двух сил направлена по биссектрисе угла. Мы с вами допомним, что это первая сила F1 60 градусов. Вторая сила F2 и это F3 примерно, да? F3. Вот мы нашли вот нашу вот эту первую F1, 2. Это весь угол 60 градусов, здесь 30 градусов и 30 градусов. Здесь у нас 60 градусов. Значит, между F1 F1 между вот этот угол, он будет 60 плюс 30 равно 90 градусов. Схему я начертил такую относительно, то есть не соблюдая углы, но вы суть поняли. Поэтому 90 градусов. Для нахождения равнодействующей можно воспользоваться теоремой Пифагора, так как угол 90 градусов. Для этого мы возьмем, что f всего до всех трех результирующих это равно первая результирующая плюс вторая результирующая. Косинус 90 градусов у нас равно нулю, поэтому здесь данного слагаемого нет. И отсюда, зная, что первая результирующая это у нас 200, да, корень из 3 в квадрате плюс 200 в квадрате, это равно у нас чему? 200 в квадрате 3 плюс 1. Мы вынесли, да?
Это у нас равно 200, да, вынесли за скобки. Корень из 4. Это у нас равно 200 умножить на 2. Это у нас равно 400. Значит, результирующее всех трех сил равно 400 ньютон. Запишем ответ, что ответ у нас, что равнодействующая сила равна 400 ньютон. И действие сил не скомпенсировано, иначе их равнодействующая была бы равна нулю. Когда мы говорим скомпенсировано ли действие сил, то есть равнодействующая должна быть равна нулю. В данном случае у нас она далеко не равна нулю. Значит, действие сил не скомпенсировано. Вот такая первая задача у нас. Всем понятно, как мы решили данную задачу? Есть ли вопросы по данной первой задаче? А мы двинемся дальше. Вторая задача. Вторая задача. Давайте решим простую задачу на второй закон Ньютона. Такие подобные задачи тоже у вас будут и в домашнем задании в виде теста и так далее. Простое условие у нас. Какое ускорение приобретет тело массой 500 грамм под действием силы 0,2 ньютона? Давайте запишем дано. Дано у нас равно, что масса у нас 500 грамм, сила действует на тело 0,2 ньютона. Переведем граммы в килограммы. Это будет 0,5 килограмм. Теперь решение наше. Мы знаем у нас по закону, второму закону Ньютона формула, что А равно F делить на M. И отсюда подставим значение вместо F равно 0,2 ньютона, вместо массы перевели в килограммы 0,5 ньютона. И получим, что 2 делить на 5 это 0,4 метра на секунду в квадрате. И вот наша такая легкая задача, которую можно решить и в уме, и на калькуляторе. Вот такая легкая задача, что ответ наш, что ускорение у нас будет 0,4 метра на секунду в квадрате. Перейдем к третьей задаче. Условия. Сила 30 ньютон сообщает телу ускорение 0,4 метра на секунду в квадрате. Какая сила сообщит тому же телу ускорение 2 метра на секунду в квадрате? Понятно, да? Давайте запишем дано. Дано. F равно у нас 30 ньютон. А первая сила 30 ньютон. Ускорение первое, которое получилось после воздействия на данное тело данной силы, у нас 0,4 метра на секунду в квадрате. Нам нужно найти, какая силу надо сообщить телу, чтобы его ускорение стало 2 метра на секунду в квадрате. Ну что ж, приступим к решению. Для начала давайте найдем массу тела, применив второй закон для первого тела. Для этого воспользуемся формулой, что F равно m умножить на a. И отсюда давайте выразим массу. Масса равна у нас F1 делить на A1. Получим, что m равно 30 ньютон делить на 0,4 метра на секунду в квадрате. И это равно у нас 75 килограмм. То есть получается 300 делить на 4, это у нас 75 килограмм. Ну что ж, зная массу и зная ускорение, мы теперь легкостью можем определить, какое же сила, какое же воздействие было приложено ко второму телу, что его ускорение стало 2 метра на секунду в квадрате. Давайте найдем вторую силу, применив второй закон Ньютона ко второму телу. F равно m умножить на a. Знаем массу 75 кг, умножим на ускорение и получим, что сила, которая необходима нашему телу, нужно приложить в 150 ньютон, чтобы его ускорение стало 2 метра на секунду в квадрате. Задача наша решена. Давайте запишем ответ.
Ответ равен 150 ньютон. Всем понятно, вот такая тоже легкая задача в 2 действия, которые тоже у вас будут и в домашнем, также и задании. Следующая задача, тоже на второй закон Ньютона. Условия. Какую скорость приобретет тело массой 3 кг под действием силы, равной 9 ньютонов, по истечению 5 секунд? Какую скорость? Нам нужно определить скорость. Ну что ж, давайте запишем. Дано. Дано, что масса у нас 3 килограмма, сила приложена к телу 9 ньютон, время 5 секунд. Скорость приобретет тело, то есть из состояния покоя, то есть v нулевое у нас равно нулю. И нам нужно найти, какую скорость, то есть конечную скорость v. Приступим к решению задачи. Найдем ускорение тела, воспользовавшись вторым законом Ньютона. А равно у нас F делить на m. При равноускоренном движении без начальной скорости скорость тела в момент времени t находится по формуле a умножить на t. Мы знаем это из определения ускорения. Ускорение равно v минус v нулевое делить на t. Так как v нулевое у нас равно нулю, то v будет равно a t. Подставим место а, значение, которое мы вывели по второму закону Ньютона. И получим, что F умножить на T делить на M. Это наша формула. Все данные нам известны. Сила нам известна, время нам известно и масса нам известна. Подставим наше значение. Вместо силы 9 ньютон, вместо времени 5 секунд и вместо массы 3 килограмма. И получим 9 на 3 сокращается. Это будет 1 и 3. И 3 умножить на 5 будет 15 метров на секунду. Значит, конечная скорость, скорость, которую приобретет наше тело, будет равно 15 метров на секунду. Ответ. (15 метров в секунду). Приступим к следующей задаче. Следующая задача, условие следующей задачи гласит следующим образом. Сколько времени потребуется автомобилю массой 700 килограмм, чтобы разогнаться из состояния покоя? Мы сразу понимаем, из состояния покоя, то есть v нулевое равно нулю, да, из состояния покоя, до скорости 72 км в час. Километр в час мы сразу с вами понимаем, что нужно нам перевести в метр на секунду. Если сила тяги двигателя равно 1,4 килоньютона. Килоньютоны. Мы с вами проходили на прошлом занятии целую лекцию, посвятили приставкам тоже. И мы знаем, что кило это у нас 10 в третьей степени. Ну что ж, приступим к написанию. Дано нам, что масса равно 700 килограмм, v нулевое у нас равно нулю, vx конечное равно 72 км в час и F равно 1,4 килоньютона. И нужно найти нам время. Какое время потребуется автомобилю, чтобы разогнаться из состояния покоя до скорости 72 км в час. Приведем все в си. Переведем, что конечная скорость мы помним с вами, да, что нужно поделить нам на 3,6. Да, поделить 3,6. Это мы все помним. Мы с вами на первых парах это решали, переводили. А силу перевести умножить на 10 в третьей. На 10 в третьей. Переведем, что конечная скорость у нас 20 метров в секунду, а сила тяги у нас 1400 ньютонов. Приступим к решению задачи. Решение. По второму закону Ньютона у нас F равно m умножить на a. Мы знаем a по определению ускорения. Ускорение у нас равно разности скоростей на единицу времени. Vx минус v нулевое x делить на t. Подставим a
в первую формулу и получим, что fx равно m умножить на vx минус v нулевой x делить на t. Отсюда мы можем выразить t, которое будет равно у нас m умножить на vx минус v нулевой x делить на fx. v нулевой x мы приняли за 0. Подставим все наши значения. m равно у нас 700 умножить на vx v конечно 20 метров в секунду и делить на силу тяги на 1400. 700 на 20 у нас будет 14 тысяч. 14 тысяч делить на 1014, 1400 будет у нас равно 10 секунд. Вот и мы нашли ответ, что время, которое потребуется автомобилю массой 700 кг, чтобы разогнаться из состояния покоя до скорости 72 км в час, если сила его тяги, нужно ему 10 секунд. Ну и запишем ответ. Ответ у нас 10 секунд. Задача решена. Вот такая тоже легкая задача. Приступим к следующей задаче. Шестой нашей уже задачи за сегодня. Поезд массой 500 тонн. 500 тонн, да, мы сразу понимаем, что тонны нам придется перевести в килограммы. Мы тоже рассматривали внесистемные единицы измерения. Трогаясь с места, набрал 25 секунд. Через 25 секунд скорость 18 км в час. 18 км в час. В секунды, да, сразу определяем. Нужно определить силу тяги. Ну что ж, давайте определять. Запишем дано и сразу переведем внесистемные единицы в систему Си. Масса у нас равна 500 тонн. Мы знаем, что тонны это в 10 в 3. То есть 10 в 3 тонны. 500, 2 нуля и 3 нуля это 5 нулей. 5 умножить на 10 в 5 килограмм. Время 25 секунд. Трогаясь с места, то есть означает трогаясь с места, что v нулевое равно нулю, трогаясь с места. И v скорость у нас равна 18 км в час. И мы должны это поделить на 3,6. 18 делить на 3,6 получим 5 метров в секунду. Приступим к решению. Ускорение поезда у нас равно А равно V делить на T, то есть А равно V минус V нулевое делить на T. А начальная скорость у нас равна нулю, поэтому мы записываем, что А равно V делить на T. И по второму закону Ньютона А равно F делить на M. И получаем равенство, приравнивая, да, А и А равно F делить на M и равно V делить на T. И отсюда мы можем определить, что F у нас равно M умножить на V делить на T. И это будет равно 5 умножить на 10 в 5 килограмм умножить на 5 метров в секунду. 5 на 5 25. И это все сокращается у нас. И это у нас равно 10 в 5 ньютон. А 10 в 5 ньютон по-другому это 100 тысяч ньютон. А 100 тысяч ньютон это 100 килоньютон. Вот что нам и требовалось доказать. Мы и определили силу тяги. Теперь мы можем записать ответ. Ответ 100 килоньютон. Или 100 тысяч ньютон. Или раз, два, три, четыре, пять. 1 умножить на 10 в 5 ньютон. Ответ получен. Задача решена. Приступим к следующей задаче. Седьмая задача. Условие звучит следующим образом. Под действием постоянной силы, равной 10 ньютон, тело движется прямолинейно так, что зависимость координаты тела от времени описывается уравнением x равно 3 минус 2t
плюс t, это у нас не t, а t квадрат, это у нас t квадрат. Определить нам нужно массу тела. Ну что ж, давайте с вами запишем дано. Дано, сила равна у нас 10 ньютон, и наше выражение x равно 3 минус 2t плюс t квадрат. И найти нужно нам массу. Приступим к решению. Мы видим, да, наше уравнение, мы сразу с вами вспоминаем кинематику, что это уравнение у нас координаты для равноускоренного движения. И давайте приступим к решению. Массу тела можно найти из формулы 2 закона Ньютона. m равно F делить на a. И ускорение определяем из уравнения движения. X равно у нас 3 минус 2t плюс t квадрат. И вот я вам напоминаю уравнение движения координаты для равноускоренного движения, что x равно x нулевое плюс v нулевое t плюс at квадрат делить на 2. И сравнивая уравнение, видим, что x деленное на 2 равно единице у нас. Значит, равно у нас 2 метрам в секунду в квадрате. Из выражения мы с вами определили, чему у нас равно ускорение. Всем ясно, да, что вот это у нас, как мы видим, же здесь единиц равно, это у нас единица. Значит, ax деленное на 2 равно единице, отсюда ax равно 2. И нам остается подставить вместо в нашу формулу не 2, а вместо f значение, которое нам известно, 10 ньютон. m равно, значит, 10 ньютон делить на 2 метра на секунду в квадрате. Отсюда найдем, что масса наша равна 5 килограмм. Значит, масса тела у нас равна 5 килограмм. Можем записать ответ. 5 килограмм. Задача у нас решена. Перейдем к следующей задаче. 8-я задача. Мы уже с вами решили за сегодня 8 задач. За полпары 8 задач. Идем в хорошем темпе. Условия. Скорость тела массой 2 килограмма изменяется со временем так, как представлено на графике рисунка. Вот наш график. Скорость тела массой 2 килограмма. И вот график наш показывает зависимость скорости от времени. И нам нужно найти силу, действующую на каждом этапе этого движения. Определите по графику, на каком этапе движения тело прошло наибольший путь. На каком этапе движения тело прошло у нас наибольший путь. Ну что ж, давайте определим. Приступим к решению. Дано у нас, что 2 килограмма. Значит, нам приступим к решению. Силу, действующую на тело на каждом участке, можно определить по второму закону Ньютона. F равно ma. А ускорение у нас равно v2 минус v1 делить на t. Как всегда. Давайте рассмотрим, что у нас на первом участке. На первом участке мы видим, скорость у нас постоянна. То есть движение у нас равномерное и прямолинейное. То есть у нас равно нулю. Значит, и сила, если движение у нас равномерное и прямолинейное, то на тело наше не действуют никакие силы. Или действие сил на наше тело компенсировано, то есть равно нулю. Вот мы и вывели. Давайте рассмотрим второй случай. Второй. BC. BC у нас. Начальная скорость у нас равна 5 метров на секунду. Конечная у нас равна 10. 10 минус 5 делить на 5 секунд, да, промежуток 10 минус 5, 5 секунд. Это у нас равно 1 метр на секунду в квадрате.
Зная массу, мы можем найти, какая сила действовала на тело, что вызвало у него такое ускорение. 2 умножить на 1 метр в секунду в квадрате равно у нас 2 ньютона. То есть на наше тело была приложена сила, к нашему телу была приложена сила 2 ньютона, что и вызвало ускорение 1 метр на секунду в квадрате. Ну что ж, давайте перейдем к участку CD. Что ж с нашим участком CD? CD. Мы видим, что V у нас, ускорение у нас константа, она не изменяется со временем. Значит, то же самое, как и на участке первом. У нас A равно нулю и F равно также нулю. Последний участок, четвертый участок. DE. Или что это? DE. А4 у нас равно. Конечная скорость у нас 0. Начальная у нас 10. Значит 0 минус 10. И делить это все на 5 секунд. 20 минус 15, 5 секунд. И это у нас равно минус 2 метра на секунду в квадрате. То есть мы видим, что движение на этом участке у нас равно замедленное. Тело тормозит. И конечная скорость у нас равна нулю, то есть тело у нас останавливается. Ну, зная ускорение, мы можем найти силу, которая приложена к данному телу. И сила, приложена к данному телу, у нас 2 килограмма умножить на минус 2 метра на секунду в квадрате и равно минус 4 ньютона. То есть сила, приложена к телу, которая вызвала данное ускорение минус 2 метра на секунду в квадрате и заставила тело остановиться, равно у нас минус 4 ньютона. А теперь давайте вернемся ко второй части нашего задания. Это определить по графику, на каком этапе движения тела прошло наибольший путь. Давайте определим наибольший путь. На первом участке у нас S1 равно F1 умножить на T1, то есть V1 у нас равно 5 метров на секунду. И умножить на время 5 секунд. Это у нас равно, что на первом участке путь, пройденный нашим телом, равно 25 метров. Движение у нас, так как скорость постоянно, равномерно и прямолинейно. Давайте коснемся второго участка. Мы видим, что скорость здесь изменяется, то есть изменение скорости говорит нам об ускорении, то есть движение у нас здесь равно ускорено. Равно ускорено, потому что скорость тела у нас возрастает с 5 до 10. Значит, используем формулу для равноускоренного движения. Мы все ее знаем. Для определения пути, пройденного телом при равном ускоренном движении, это равно v нулевое t плюс at квадрат делить на 2. Это равно у нас 5 метров на секунду умножить на 5 секунд плюс 1 метр на секунду в квадрате, да, 1 метр ускорения v минус v нулевое делить на t и равно это у нас 10 минус 5 делить на 5 и равно 1. 1 метр на секунду в квадрате умножить на 5 в квадрате и делить на 2. Здесь у нас 25. Здесь у нас 1 умножить на тоже 25. 25 делить на 2 у нас 12,5. 12,5. 25 плюс 12,5 равно 37,5 метра. Давайте рассмотрим для третьего нашего участка. Для участка CD. Мы видим опять, что скорость здесь постоянная, значит движение у нас равномерное, прямолинейное. Значит мы просто используем для нахождения пути v умножить на t. И вот для третьего участка третью скорость умножить на t3. И равно это у нас, скорость у нас равна 10 метров на секунду. Умножаем на 5 секунд, за которое, да, эта скорость была, при которой скорость была. И равно у нас 50 метров. Ну и последний участок у нас DE. Мы видим, что DE скорость у нас изменяется и изменяется в меньшую сторону. То есть движение у нас равно замедленное. Поэтому мы используем наше уравнение для равноускоренного движения.
s равно v нулевое умножить на t плюс at квадрат делить на 2. Подставим наше значение. v нулевое у нас 10 метров в секунду умножить на 5, да, секунд, сколько двигалось тело, 5 секунд, 20 минус 15. И минус 2 метра в секунду в квадрате, то есть почему 2? Потому что а у нас равно v минус v нулевое делить на t, v нулевое 0 минус 10 делить на 5, это 0 у нас, это равно минус 2. Минус 2 метра на секунду в квадрате, потому что скорость у нас уменьшается. Умножить на 5 в квадрате, делить на 2. Это у нас 50. Здесь у нас 25 умножить на 2 тоже 50. Делить на 2 25. 50 минус 25 равно 25 метров. Все нами найдено. Теперь мы можем с вами записать ответ. Ответ у нас равен F1 равно 0. F на втором участке сила приложена к телу на втором участке 2 ньютона. На третьем 0. Действие сил скомпенсировано. На четвертом минус 4 ньютона. И мы рассчитали, что наибольший путь тела прошло на третьем участке. 25, 37, 50, 25. На третьем участке. 50 метров. Задача наша решена. На все вопросы, которые перед нами стояли, она спросили найти силу, действующую на каждом этапе этого движения, и определить по графику, на каком этапе движения тело прошло наибольший путь. Мы это все с вами нашли и посчитали. Задача у нас решена. Есть ли вопросы по данной задаче? Приступим к решению следующей нашей задачи. 10-я наша задача. И условие звучит следующим образом. Начальная скорость тела, находящегося в точке А, равна нулю. В течение 8 секунд на тело действует постоянная сила. Затем направление силы изменяется на противоположное, а модуль остается прежним. Через какое время от начала движения тело вернется в точку А? Задача немного запутанная. Начальная скорость тела, находящегося в точке А, v нулевое, равно у нас нулю. Начальная скорость равна нулю. В течение 8 секунд, t равно 8 секунд, на тело действует постоянная сила F. Затем направление силы изменяется на противоположное, минус F. А модуль остается прежним. Это F1, это, допустим, F2. F1 равно по модулю F2. Через какое время от начала движения тело вернется в точку А? То есть нам сначала нужно найти, это T1 у нас, сначала T2 нужно найти, а потом T, которое равно T1 плюс T2. Ну что ж, давайте приступим к решению нашей задачи. Решение. Если тело в течение времени T1 двигалось с ускорением А, то оно не только совершило перемещение АT квадрат, деленное на 2, но и приобрело скорость V1, которая равно AT1. Понятно почему? Потому что V нулевое у нас равно нулю. После изменения направления ускорения тела, двигаясь с начальной скоростью V1, да, остается вот эта скорость, должно за некоторое время t совершить противоположное перемещение. То есть противоположное. То есть v1t минус at квадрат, деленное на 2, равно минус at1 квадрат, деленное на 2.
И теперь мы можем выразить из этого соотношения следующим образом. К уравнению t квадрат мы сократили на а. Сокращается на а. На минус а даже. И двойки мы можем ведь это выражение, да, мы можем переписать как? Как мы можем его переписать? Это у нас а t квадрат, деленное на 2, минус v1t и минус а t1 квадрат, деленное на 2. Это равно у нас нулю. Отсюда следует, что t, это все мы умножим на 2а. Отсюда t квадрат минус v1t деленное на 2а умножить на 2а, так, минус t1 в квадрате. Это все равно у нас нулю. А у нас равно v1t. Подставим вместо а вот в это, да, получим t квадрат минус 2v1t делить на, здесь t1 у нас, делить на v1 умножить на t1 минус t1 в квадрате. И равно это нулю. v1 и v1 сокращаемся. И получается t квадрат минус 2t1 минус t1 в квадрате равно нулю. И откуда мы с вами можем выразить t? Да, мы можем выразить t. Решив квадратное уравнение. Можем решить через дискриминант. Дискриминант у нас равен b квадрат минус 4ac. b квадрат у нас 2t, да, 1 в квадрате минус 4 а1 умножить на 1 на c на минус t1 в квадрате. Это у нас будет равно 4t1 в квадрате плюс 4t, то есть минус t квадрат, да? Минус 4t1 в квадрате и равно нулю. Так как дискриминант равен нулю, то наше выражение имеет лишь один корень. Значит, t у нас равно с одним корнем минус b делить на 2a. То есть минус 2t1 делить на 2. И это у нас равно 2t1 делить на 2. Извините, здесь плюс. Плюс у нас будет. Плюс. Все-таки плюс. Ведь минус дает плюс. Значит, здесь 8t1 в квадрате. И отсюда
минус корень из 8t в квадрате. Это у нас равно минус 2t 1 корень из 2. Это у нас равно с вами 2t1 мы можем выразить 2. И вот эти двойки сокращаются. Это у нас равно t1 1 минус корень из 2. А это у нас меньше нуля, значит такого корня нет. Тогда мы ищем второй корень. Тогда здесь будет у нас плюс. Здесь у нас также будет плюс. И здесь у нас будет плюс. А это у нас будет равен больше нуля. Второй корень. У данного выражения у нас только один действительный корень. Больше нуля. Вот и наш корень. Откуда t у нас равно 1 плюс корень из 2 умножить на t1. Вот так мы получили наше t. И теперь полное время у нас равно t1 плюс t. И равно это 2 плюс корень из 2 умножить на t1. Почему? Да, потому что t у нас равно 1 плюс корень из 2 умножить на t1, а t нулевое равно у нас t1, раскрываем скобки, плюс t1 корень из 2 и плюс t1. Это у нас все равно t1, 1 плюс корень из 2 плюс 1 и равно это t1, 2 плюс корень из 2. Вот и получили наш ответ. Ответ. Через какое время от начала движения тело вернется в точку А? Тело вернется в точку А через время 2 плюс корень из 2 умножить это все на t1. Вот наш такой ответ, данный с помощью уравнения. Пожалуйста. Наша задача это тоже решена. Есть ли по ней вопрос? Видите, мы здесь чуть-чуть перепутали знак, невнимательны. Есть ли у вас вопросы по данной задаче? Перейдем к следующей задаче. К 11 нашей задаче. Условие звучит следующим образом. Самолет массой 14 тонн, опять 14 тонн, да, мы переведем сразу 14 тонн наши в килограммы, тонны, да. Пройдя по взлетной полосе путь 600 метров, приобретает необходимую для отрыва от поверхности Земли скорость 144 км в час. Сразу километры в час, обращаем внимание, нужно нам перевести в метры в секунду. Считая движение равно ускоренным, определите время разгона, ускорение и силу, сообщаемую самолету это ускорение. Ну что ж, давайте приступим к решению. Дано. Масса у нас 14 тонн, что мы переведем в килограммы. 14 умножить на 10 в третий килограмм. S равно 600 метров у нас. V нулевое 0, потому что начало у нас из состояния покоя начал двигаться наш самолет. V равно 144 км в час. Поделим это на 3,6. Получим 40 метров в секунду. И нужно найти нам время, ускорение и силу. Решение. Ускорение находим из формулы, из понятия ускорения, что v квадрат минус v нулевой квадрат делить на 2s. Вы все эту формулу помните. Она вот, да, s равно у нас v квадрат минус v нулевой квадрат делить на 2а. Это мы тоже все, да, помним с вами эту формулу все мы. Которая у нас выводится, да, из двух формул.
равно v нулевое t плюс а t квадрат делить на 2. А равно v минус v нулевое делить на t, откуда t у нас равно v минус v нулевое делить на а. И подставим это t сюда и сюда. И это будет у нас равно v нулевое умножить на v минус v нулевое делить на а плюс а умножить на v минус v нулевое в квадрате. Это все делить на а квадрат и умножить на 2. А и а у нас сокращается. Это у нас равно все 2 а. И это у нас равно v нулевое v минус v нулевое квадрат плюс v квадрат минус 2 v нулевое v и плюс я продолжу, да, здесь плюс v квадрат. И здесь мы забыли это все помножить на 2. Здесь 2. Здесь 2. Потому что приводим к общему знаменателю. И отсюда это будет у нас равно. Равно 2v нулевое v, 2v нулевое v сокращается. Это будет равно 2v квадрат минус 2v нулевое в квадрате делить на 2а. Опять невнимательно мы. Здесь v нулевое у нас. Значит, это у нас будет минус 2v нулевое плюс v. Это у нас здесь 2. И вот это v сокращается. Это у нас будет наоборот v квадрат минус v нулевое квадрат делить на 2а. Вот. Вот наша формула, которую мы вывели. Вот она. Вот она. Так как у v нулевого у нас равно у нас нулю, и делить на 2s это 40 метров в секунду в квадрате, делить на 2 умножить на 600. 40 это 1600, делить на 1200 это 4 к 3, 4 третьих метров в секунду. Это мы определили ускорение. Теперь давайте определим из уравнения, да, для пути при равноускоренном движении время. Выразим время. t равно 2s делить на a. Это все под корнем. Подставим значение 2 умножить на 600 делить на 4 третьих. 3 перенесем в числитель. Это получается у нас здесь 2, 1. Здесь 2. Здесь 300. Здесь 1. 300 умножить на 3 900. А 900 корень из 900 это 30 секунд. Теперь по второму закону Ньютона мы определим, чему равна сила. Масса у нас известна. 14 умножить на 10 в третий умножить на ускорение 4 третьих. И равно это все примерно 18,7 умножить на 10 в третий ньютон. Или примерно мы можем записать как 20 килоньютон. Все, ответ. Ответ нам дан. Ответ.
Считая движение ровно ускоренным, определите время разгона. Время разгона у нас 30 секунд. 30 секунд. Ускорение. Ускорение у нас 4 третьих. 4 третьих метр на секунду в квадрате. И силу. Сила действующая у нас 20, примерно 20, да? 20 килоньютон. Задача решена наша. Есть ли вопросы по данной задаче? Опять мы чуть-чуть запутались, но ничего страшного. Главное вовремя найти свою ошибку. Это самое важное при решении задачи по физике. Из-за невнимательности, из-за усталости всегда могут возникать какие-то ошибки. Главное найти вовремя ошибку. Ну и решим последнюю задачу на сегодня. Перейдем к последней нашей 12-й задаче на второй закон Ньютона. И решим ее. Это будет сегодняшняя последняя задача на сегодня. И условие задачи звучит следующим образом. Вагон массой 20 тонн движется равнозамедленно с ускорением А равно 0,3 метра на секунду в квадрате. Мы сразу с вами заметили, да, что масса опять дана нам в тонны. Нужно перевести, умножить на 10 в третьей степени. И начальной скоростью 54 км в час. 54 километра, то есть поделить на 3,6, чтобы получить метров в секунду. И найти нужно силу торможения, действующую на вагон, время его движения до полной остановки и путь, пройденный за это время. Подобная задача, которую мы решали и в прошлой нашей задаче. Ну что ж, она уже нам понятна, легка, и можем же мы приступить к решению. Решение. Согласно второму закону Ньютона, ma равно F результирующее, то есть F, да, приложенное к нашему вагону. А сила торможения равно ma. Сила постоянная. Движение у нас равнозамедленное. И время движения до полной остановки согласовано. Это v равно v нулевое плюс at. Эту формулу, как мы знаем, да, из определения ускорения. v минус v нулевое делить на t. И мы, так как v у нас равно нулю, v, потому что тело у нас тормозит, да, найти силу торможения, действующий на вагон, и время его движения до полной остановки, значит v равно нулю, то тогда t у нас равно v нулевое делить на a отсюда. А путь, пройденный за это время, согласно v квадрат минус v нулевой квадрат равно 2as, да, мы ее вывели из формулы s равно, которую вывели только что, v квадрат минус v нулевой квадрат делить на 2a. Отсюда мы, так как v у нас равно нулю, мы можем выразить s. И s у нас равно v нулевой квадрат делить на 2a. Ну что ж, что нам осталось? Это просто подставить значения в данные формулы. Для начала мы можем определить время, да, время у нас равно v нулевое, у нас равно 54 км в час, а 54 км в час мы знаем, что 54 деленное на 3,6 это 15 метров на секунду. Делить на а на 0,3 метра на секунду в квадрате. И это у нас равно 150 на 3. Это будет 50 метров. Метры сокращаются, секунды с квадратом сокращается. 50 секунд. Т мы нашли. Теперь нам нужно найти S. S мы тоже с вами знаем. 15 на 15 225 делить на 2 умножить на 0,3. 225
делить на 0,6. 225 делить на 0,6. У нас будет 375 метров. И теперь мы можем найти, зная ускорение, зная массу, мы можем найти f. f у нас равно m умножить на a и равно 20 10 в третьей и умножить на ускорение наше на 0,3. И это равно у нас 6 умножить на 10 в третьей ньютона. Или по-другому мы можем это записать как 6 кило ньютон. Ну что ж, нам требовалось найти силу торможения. Сила торможения мы нашли, что сила торможения у нас равно 6 килоньютон. Действующую на вагон. Время его движения. Время движения мы нашли 50 секунд до полной остановки. И путь, пройденный телом. Путь, пройденным телом мы также нашли. Он у нас равен 375 метров от начала нашего движения. Когда v нулевое было равно у нас 54 км в час или 15 метров в секунду. Все данные нашли, все, что от нас требовалось. Мы можем записать ответ. Ответ у нас равно F торможение равно 6 килоньютон, T равно 50 секунд, и S путь, пройденный за это время телом, 375 метров. Задача решена. Есть ли вопросы по данной задаче? Ну что ж, я вам еще как каждый раз напоминаю, что все свои вопросы, все свои замечания вы можете мне отправить в WhatsApp. Также все данные, и эта презентация, и запись, и все материалы, которые вам помогут лучше разобраться в теме нашего сегодняшнего занятия по второму закону Ньютона, будет у нас в Google табличке нашей. И запись данного занятия вы всегда сможете найти на YouTube. Даже через время, даже когда вы уже будете учиться у нас в ВУЗе на первом курсе, когда вам нужно будет обновить ваши знания. Помните про субтитры, что вы можете переводить субтитры, чтобы вам легче было воспринимать то, что я говорю. И это, я надеюсь, вам поможет. Ну а всем спасибо за внимание, за сегодняшнее участие, за решение задач, что пришли сегодня, подключились к нашей паре, за активное решение задач всех. И до следующей субботы, до следующей недели. Ну а пока, как и всегда, давайте я проведу перекличку. Начнем с переклички.